Вся информация для видео не является мнением автора. Видео было сделано с целью просто обсосать данный конфликт на русскоговорящую аудиторию. Ну а я пойду возьму с полки пирожок и начну читать сценарий дальше. Ладно, я пирожок отложу. Всем снова здравствуйте, это Blames. Это продолжение эпичного батла между школьниками и ПГ Хуель Фильмсом. Недавно он твитнул ответ, и поэтому мы решили выпустить вторую часть. Если вы еще не смотрели первую, то обязательно сделайте это перед просмотром второй. Перед обсуждением самого ответа, пожалуй, стоит рассказать о некоторых других вещах. ПГ Хуель Фильм составлял под некоторыми своими видосами пару комментов. Вот тут, например, написано, что Roblox пытается пофиксить его аккаунт. Тут он говорит, что ответил на предъявы. Именно это мы и будем скоро обсуждать. И, кстати, странно то, что он ответил на этот комментарий спустя 2 минуты. Так еще и закрепил его за каким-то хером. Ну а тут вообще каламбур. ПГ Хуель Фильмс говорит то, что жертве было не 16, а 23. Откуда инфа? Отсюда инфа? Думайте. По-моему, это вообще его альт. А тут он вообще прикопался к шутке с кодом элемента. Всем снова здорово, с вами Бродди. Сегодня я и Blames в очередной раз обсасываем ПГ Хуель Фильмса. Сейчас начну разбирать его сегодняшний кринжовый высер. В общем, говоря вкратце, он не ответил на основную часть предъяв, а именно скидывание разложившихся трупов животных. Практически весь ответ это тупо нытье кибербуллинги и ее якобы лжи. Он не доказывал факт того, что она лжет. Также он думает, что владелец аккаунта Sailor это тот же самый человек, что жертва с ником Боу, которая вообще удалила свой аккаунт после травли фанатов ПГ Хуели. Также он говорит о том, что владельцы аккаунта Sailor буквально занимаются сталкерингом и называют их онлайн PDF файлами. Также мне непонятно, почему он удивляется с того, что в том аккаунте говорится только про него, ибо в описании этого аккаунта буквально написано Burner, что значит фейк. Да и вообще этот аккаунт и существует для разоблачения ПГ Хуели. В своем ответе он также утверждает то, что владельцы того твиттер-аккаунта смеются с пожеланием ему... Ну вы поняли, о чем я. Правда это или нет, сказать не могу, но он прикреплял скриншот. На самом деле в этом ничего хорошего нет, поэтому это единственный, наверное, его тейк, с которым я, пожалуй, соглашусь. Кстати, он называет этот конфликт нарциссической клеветнической кампанией. Думайте. На протяжении всего своего ответа он выставляет себя жертвой, и все его опровержения практически не имеют нормальных доказательств. В конце видео, кстати, я покажу все скриншоты его ответа по порядку. Они переведены гуглом, поэтому там некоторая информация может быть не связанным бредом. Кстати, он еще говорит, что большинство доказательств из документа это просто что-то вырванное из контекста. Обсосем один из его тейков. Если вы не видели первую часть, то там Бродди говорил про арты. Ну что ж, ПГ Хуель Фильмс говорит то, что он не заставляет своих фанатов что-либо рисовать и не поощряет эти рисунки. Этот тейк доказать довольно трудно, но вот насчет поощрения я не уверен. Он пытался оправдать поощрение артов такого типа шуткой, но смотрите сами, что он лайкал в Твиттере. Спасибо Вандеру за скриншот. Он думает, что если владельцы аккаунта Sailor могут ошибаться в своих предъявах, то и все остальные предъявы это неправда. С чего он это взял? Я сам не понимаю его логику, если честно. ПГ Хуель, кстати, говорит о том, что владельцы аккаунта Sailor не могут ничего доказать в своих твитах, копая себе яму. Еще он говорит о том, что они промывают мозги и завлекают других людей кибербулить нашего бедного ПГ Хуельчика, называя их лицемерами. Разберу его тейк про странные шутки в Роблоксе. Вот о чем я. Он оправдывается тем, что это шутка из фандома Better Call Saul, Breaking Bad и тому подобное. И это-то понятно. Зачем говорить такое при шкилах? Не все из них могут понимать эту шутку, так же как и он не понимает шуток. А еще он не понимает слово груминга, почему-то винит авторов аккаунта за то, что они знают об этом слове. ПГ Хуель также считает, что они все просто намеренно желают разрушить его карьеру и считает, что это не соответствует закону. В самом конце документа он говорит про какой-то фейковый YouTube канал и еще благодарит всех своих фанатов. Итак, мы разобрали все, что смогли. Как я уже говорил, в конце видео будут скриншоты его ответа. Читайте все сами полностью. Не забывайте про лайки, подписки и комментарии. Чекайте его переведенный ответ. А я пойду доедать свое яблоко.